Ваша официальная зарплата 850 евро. Чуть меньше 1000. Я президент страны. Это не политическая партия, это группировка. Что это, если не цензура? Это не цензура. Все эти медиа в Молдове закрыты по беспределу. Я не считаю, что это цензура. Можно ли защищать демократию недемократическими методами? Если покупать голоса людей, это не демократия. А это не нарушение закона с вашей стороны? А я знаю, как я бы поступила. Майя, нам всегда очень интересно было поговорить с таким лидером, как вы. Либеральный политик становится президентом в очень проблемной, погрязшей в коррупции стране. После парламентских выборов у него появляется вся полнота власти и есть возможность двигать свою страну к лучшему. Удалось ли добиться прекрасной Молдовы будущего или нет? Если да, то как? Если нет, то почему? Об этом, и не только об этом, нам хотелось бы с вами сегодня поговорить. Но начнем не с этого, не с внутренней политики. Хочется начать с вами говорить с войны. Благодаря нашим коллегам-документалистам из Франции мы знаем, как войну встретил президент Франции Макрон. Они снимали его и до, и после, и в процессе ночи на 24 февраля. Как ночь 24 февраля прошла у вас? Давайте восстановим ее. Ну, когда я узнала о том, что началась война, и я не верила до последнего момента, что будет война, потому что вообще очень трудно поверить в то, что в наше время здесь, на нашем континенте, может быть такая война. И, конечно, сразу у нас был совет по безопасности, то есть все министры, все ответственные люди в нашей стране, мы встретились и начали работать над планами, исходя из ситуации, что в Украине началась война. А как технически это было? Вы спали? Вас разбудили? Я сама проснулась в 4 утра. У нас уже здесь были слышны был взрыв, грохот. Я проснулась, я прочитала, что началась война. Конечно, я стала звонить всем своим коллегам. Я уже в 6 была в своем офисе, и где-то в 6:30, уже не помню точно, у нас было первое заседание, и мы стали работать над нашими планами. Во-первых, чтобы обеспечить безопасность. Во-вторых, с первого дня к нам уже приезжали беженцы, украинские беженцы, и нам нужно было работать очень серьезно над этими планами. Я буду много уточняющих деталей вопросов задавать. Кому вы первому позвонили? Я позвонила министру обороны, я позвонила премьер-министру, то есть... Кто из ваших коллег из других стран позвонил вам первым? Или вы ему? Ей? Ну, я это не помню. Конечно, было очень много звонков, но я не помню, кто был первый. Конечно, мы с Румынией сразу связались и поговорили о том, что происходит. И... Сейчас будет гипотетический вопрос, но я надеюсь на вашу откровенность. Вот. Рефлексировали ли вы когда-нибудь, проматывали ли вы в голове поведение президента Зеленского 24 февраля? Представляли ли вы себя на его месте? То есть вы президент государства, на которое нападает огромный враг. Вы в столице своего государства. В этой столице уже диверсанты. Вокруг идут бои. И все государства мира предлагают тебе коридор для того, чтобы эвакуироваться, как лидеру государства. Зеленский решил остаться. Это вошло в историю как пример мужества человека. Хоть раз вы задавались, не обязательно в тот день, после, год спустя, 2 года спустя, когда угодно, вы задавали себе вопрос, как вы бы поступили, если бы, не дай бог, оказались на его месте? А я знаю, как я бы поступила.
единственное правильное решение — это остаться, потому что ты отвечаешь за свой народ, ты отвечаешь за безопасность своего народа. Это единственный правильный ответ. То есть здесь вообще вопросов не может быть. Даже если вы знаете, что стрельба на улице Кишинева, еще раз не дай бог. Ты президент страны, тебя выбрали, чтобы ты обеспечил или обеспечила безопасность. То есть все люди смотрят на тебя, и ты должна быть там, чтобы сделать все для своего народа. Здесь вообще никаких вопросов не могут быть. Это честный ответ? Это честный ответ. David, perdona por mi cara, por mi nariz. Están rojas. Por favor. Tengo resfriado. Estás como una lechuga. ¿Lechuga? Estás fresco, sano, te veo perfectamente. Ah, vale, muchas gracias. Hace 15 años, ¿Sí? Rusia cerró la importación del vino de Moldova. Antes el vino de Moldova era famoso en Unión Soviética, por ejemplo, pero no era rico. Después, ellos pensaron, vamos a vender nuestro vino a Europa, pero para vender a Europa tenemos que cambiar mucho y tenemos que hacerlo mucho mejor. Y durante estos 15 años, ellos pudieron cambiar todo. Y ahora hay muchas bodegas ahí con vino muy grande que puedes comprar en Europa. Muy interesante. Yo tengo el amigo que es bloguero también y él es fanático de vino de Moldova y, por ejemplo, cuando está en Ámsterdam, él sabe que hay en Ámsterdam bars donde es posible comprar, pedir el vino de Moldova. Y especialmente va a estos bares para ayudar el vino de Moldova y beberlo. Para mal no tengo aquí, pero de verdad, honestamente, quería traer ahí el vino, pero los jefes de la escuela no me dejaron. Otra vez será. Espero que sí. В Испанию вообще и в Каталонию в частности продолжают приезжать иностранцы. После появления визы цифрового кочевника Барселона стала одним из самых привлекательных городов для предпринимателей, работников IT и творческих профессий. Если вы уже в Испании или собираетесь переехать в ближайшее время, важно понимать, знание языка — важнейшая часть комфортной жизни. Здесь большая концентрация университетов, бизнес-школ и международных компаний, где понадобится испанский язык. Плюс знание языка в разы ускорит вашу социализацию. Испанский, а также английский и каталанский можно выучить в языковой школе Фрида. Отличные учителя и максимально незанудный формат обучения позволят быстро выучить язык, даже если у вас не было никакой базы. А если вы уже учитесь в языковой школе, но по каким-то причинам хотели бы ее поменять, во Фрида вам тоже будут очень рады и сделают скидку в 10% на обучение. Ну а для тех, кто не в Испании, напомню, студенческая виза по-прежнему один из самых доступных способов переехать в Европу. Во Фрида ее помогают оформить с первого до последнего шага. Все детали по ссылке в описании. Переходим прямо сейчас. А сейчас укоротим это до одного предложения. Хотите понимать, о чем говорят на родительском собрании? Вам во Фриду. Когда вы в последний раз плакали? Не могу вспомнить, но, наверное, когда смотрела фильм, потому что есть молдавские журналисты, которые снимают в Украине, то есть они идут, разговаривают, даже на линии фронта были, они сняли кино про войну в Украине. Я была на это кино, и да, я плакала. Его показывали в кино? Здесь? Его показывали здесь, в Молдове. Как оно называется? Я не помню. «Дорога Ирпень» или что-то в этом роде. Но это было, то есть, двое наших журналистов. Они были 24-го, они оказались 24 февраля в разных, это, по-моему, один журналист был в Одессе, другой вообще очень близко к линии фронта. И вот они стали снимать этот фильм. Это, по-моему, было последний раз, когда я смотрела этот фильм, и я плакала.
В Кишиневе есть гостиница, бывшая гостиница «Националь», так она называется. Большая, которая видна при въезде из аэропорта, когда в центр въезжаешь. Как я понимаю, она в начале войны была раскрашена в цвета украинского флага. Потом сверху появились цвета, которые делали так, что это георгиевская ленточка. Потом появился нейтральный цвет. И сейчас, как выразился мой коллега Илья Азар из «Новой газеты», который писал репортаж еще 2 года назад, но, как я понимаю, это актуально до сих пор, гостиница выглядит как брошенное поле боя, на которой 2 армии не выявили победителя. Не выявили. Правильно я понимаю, что в молдавском обществе нет консенсуса по войне? Я хочу вам сказать, что все общество помогло украинским беженцам. Я хочу вам напомнить, что почти 1 миллион украинских беженцев прошли через Республику Молдова. Это для страны 2,6 миллионов людей, это очень много. Некоторые остались на несколько дней, некоторые остались на несколько недель или на несколько месяцев. Сейчас у нас около 100 тысяч украинских беженцев. И я хочу вам сказать, что не было ни одного вопроса. Наоборот, люди открыли свои сердца и свои дома, потому что государство бы не смогло бы помочь стольким людям, потому что просто у нас не было таких возможностей. Хотя в первые месяцы войны очень много, то есть часть правительства только для этого и работала, чтобы помочь украинским беженцам. Но люди, вот просто люди, которые не знали этих беженцев, которые приходили к нам, они приглашали этих людей, чтобы жили в их домах. И я хочу сказать, что у нас абсолютно все общество участвовало, и некоторые люди еще участвуют в том, чтобы помочь украинским беженцам. Так что вопросов здесь никаких нет. Здесь единство нашей страны, то есть единство по этому вопросу. Насколько я понимаю от коллег, это чистая правда. Кажется, в том же репортаже Азара было написано, что 90% мест, где жили беженцы, это были не гостиницы, не то, что предоставило государство, а то, что их постелили люди. Да. Это так. Но я про другое. Между тем, чтобы помогать беженцам, жертвам войны, и между тем, кого ты в этой войне поддерживаешь, большая разница. Вы хотите сказать, что пророссийская часть Молдовы... Я хочу сказать, что молдаване мирные люди, и большинство, абсолютное большинство людей против этой войны. Да, вы можете найти и людей несколько таких, которые верят в кремлевскую пропаганду, но Молдова мирная страна, молдаване хотят мира, они не хотят этой войны. И это нам помогает сохранить и стабильность, и мир в нашей стране. Мне доводилось слышать, что Молдове Украина, уже когда война началась, когда она шла, видимо, когда украинская армия набрала мощь, Молдове поступало предложение от Украины решить вопрос с Приднестровьем. Никогда не было никаких таких официальных заявлений. То, что мы читали, что некоторые люди говорили в средствах массовой информации, но официально, со всей ответственностью я вам говорю, официально никогда не было такого предложения. А неофициально? И неофициально, то есть от официальных лиц не было такого предложения. И мы всегда говорили и будем говорить, что для нас решение Приднестровского конфликта только мирным путем. То есть, гипотетически, если вам предложат сейчас, ну не знаю как, выбить миротворцев из Приднестровья, как вы на это отреагируете? Военным путем мы не согласимся на это. Только мирным путем. Для нас очень важен мир. Расскажите, что происходит со складом боеприпасов в Колбасной. В Приднестровье есть поселок, где в советское время было огромное количество боеприпасов, и в последние месяцы или месяц муссировалась информация относительно того, что на фоне снарядного голода, который есть у ВСУ может попробовать захватить этот склад для того, чтобы дальше использовать в войне. Расскажите, что вы про него знаете.
Не про план, а про сам склад. То есть это со времен Советского Союза, с тех пор, как в Приднестровье сепаратистский режим, конституционные власти не могут проверить, что там. То есть мы можем только догадываться, есть какая-то оценка. Еще ОБСЕ сделала несколько лет назад, много лет назад. С первого дня моего мандата мы пытались решить этот вопрос с Российской Федерацией. Мы говорили о том, что нужно уничтожить то есть то, что на этом складу. Российская Федерация вроде была открыта, но в конце концов мы не пришли к какому-то решению. И, конечно, это проблема, но нет таких разговоров, чтобы Украина получила доступ, потому что Украина соблюдает нашу территориальную целостность, и Украина не делает то, что о чем вы говорите. Министр иностранных дел Молдовы Михаил Папшой сказал примерно месяц назад, что, цитата, «У мадридского Реала линия обороны дороже, чем наши инвестиции в национальную армию». Я посчитал 4 защитников мадридского Реала основных. Их стоимость, вот этих, здесь появится с титром, 120 миллионов евро. Насколько это близко к инвестициям в армию Молдовы? Ну, приблизительно у нас, то есть 0,5% ВВП. Это наверняка самый маленький показатель на континенте. Мы увеличили наши инвестиции в оборону, но нам еще много предстоит сделать. С другой стороны, Кремль постоянно выдвигает свою пропаганду, что Молдова нейтральная страна, и у нее не должно быть оборонного сектора вообще. То, что неправильно, а наоборот, те страны, которые нейтральные, они инвестируют больше для того, чтобы обеспечить безопасность своих граждан. То есть мы увеличили затраты на оборону, у нас есть помощь наших партнеров по развитию, но нам еще долго нужно инвестировать. Это, конечно, не то, что происходит в России, потому что у вас сегодня почти 6, у России сегодня почти 6% ВВП. Вы можете говорить про меня у вас. Россия моя страна. Почти 6% ВВП. У нас пока что 0,5% ВВП. И мы увеличиваем эти расходы из-за того, что война случилась, то есть происходит война в Украине из-за российской агрессии. Чудовищный вопрос, но какие времена, такие вопросы. Если Россия вторгнется в Молдову, будет ли Молдова сопротивляться? Мы сделаем все для того, чтобы этого не случилось, и включая наш план по евроинтеграции. Это, во-первых, план для обеспечения безопасности, потому что Европейский Союз — это, во-первых, проект мира. Но по Конституции мы должны сделать все для того, чтобы сохранить мир и для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Поэтому у нас есть армия, поэтому у нас есть оборонительный сектор, поэтому мы делаем эти инвестиции. Но мы очень надеемся, что эта война скоро закончится, и мы сможем сделать наши инвестиции в экономике и в других отраслях, не быть в этой ситуации, в которой мы должны больше и больше инвестировать в оборону. То есть это скорее да или скорее нет? Мы будем свою страну обязательно, как это сказать? Защищать. Что из президентской жизни вам доставляет наибольшее неудобство в быту? Ну, то, что на тебя смотрят 24 часа, или когда ты выходишь. То есть мне очень нравится хайкингом заниматься. Но это означает, что даже когда ты занимаешься хайкингом, на тебя смотрят, как ты выглядишь, как ты ходишь и так далее. То есть иногда просто хочется, чтобы вот... Вам некомфортно внимание? Нет.
То есть я привыкла, но я не могу сказать, что мне это очень нравится. И иногда хочется, что вот просто... Вот иногда, когда у меня получается взять несколько часов погулять, когда я еду за границей, и меня там никто не узнает, вот как-то там легче погулять, чем когда выходишь здесь. Это, конечно, нормально, когда ты принимаешь решение, что хочешь стать президентом страны, когда ты принимаешь решение, что, не знаю, хочешь заняться политикой. Но я знаю, что есть людям, которым нравится все время быть вот на виду. И есть люди, которые хотели бы чуть-чуть для себя укрыться. То есть, чтобы было для себя время, и чтобы не все смотрели на тебя. А как это выглядит? То есть у вас командировка, например, в Париж или в Брюссель, и вы берете 3 часа просто походить самой, если есть возможность. 3 часа не всегда получается, но иногда, когда есть это время, то я могу походить, пойти в ресторан, покушать. Вы с охраной это делаете или без? Ну, по закону есть охрана, но... Бывали у вас смешные истории очень на этот счет, много. Потому что вот вы идете по улице Брюсселя или Парижа, и у вас с кем-то small talk завязался, и кто-то вас спросил, чем вы занимаетесь, а все, что вы можете ответить, это «я президент страны». Да. А расскажите. Starbucks, что-то еще, где такое было? Ну, были вещи, опять же, вечером идешь в ресторан, и вот люди, ты приходишь, и кто-то говорит официанту, вы знаете, что это президент нашей страны. И вот люди как-то на это смотрят. Опять спрашивают, а где охрана, а как вы здесь оказались. То есть есть такие случаи. Это место называется Кондрица. Здесь красивый лес, как вы видите. И здесь предыдущие президенты жили. Там есть домик, который строили еще в 60-х годах в Советском Союзе. И, как я уже сказала, не все, но несколько предыдущих президентов здесь жили. Вы здесь не живете? Я живу в своей двухкомнатной квартире, которую я купила в 2003 году. А почему вы здесь не живете? Ну, потому что это бы означало дополнительные расходы для государства. И мне незачем поселиться здесь. У меня своя квартира, где я нормально живу, как жила и до того, как я стала президентом. Это только расходы или просто вам в целом более органично быть в своем расходы маленьком пространстве? В первую очередь. Во-вторых, конечно, я живу в Кишиневе, это ближе к работе, чтобы не тратить слишком много времени. Ну, считаю, что правильнее жить у себя дома. Перед тем, как идти на выборы 2020 года, вы говорили, что эту резиденцию вы отдадите под социальные нужды. Да. Разные звучали версии. То, что это может быть... кто-то из вашей команды говорил, что здесь может быть даже шелтер для жертв домашнего насилия. Другие вещи. Здесь жили много беженцев, украинских беженцев. Какое-то время здесь были украинские беженцы? Я не помню, но было много людей, которые здесь жили в это время. После этого мы думали создать какой-то культурный центр. Оказалось, что нужно сделать большие инвестиции. И мы решили отложить это, потому что есть другие необходимости сегодня, чем делать те инвестиции. То, что мы здесь иногда проводим, я приглашаю учеников или студентов из разных регионов страны, и мы занимаемся хайкингом. Я им показываю лес, мы говорим и о том, что нужно посадить больше деревьев, потому что я продвигаю очень активно национальную программу по посадке лесов, потому что у нас площадь лесов довольно-таки маленькая. Но мы говорим, конечно, и о других вещах. И о реинтеграции. Даже им? Конечно, с молодежью, потому что они будут главными бенефициарами нашей евроинтеграции. Так, а еще перед выборами вы говорили, что президентура, здание, которое в центре, вы его тоже отдадите. Что там будет убран забор. Да, мы не можем отдать. 4 года прошло, но забор на месте. Мы открыли ворота
Вы можете видеть, люди могут зайти, люди могут выйти. Опять, когда сделали расходы, то есть посчитали, оказалось, что нужно будет потратить больше, чем если оставить и открыть для всех людей, когда они хотят зайти, они могут зайти. То есть мы открыты, независимо от того, есть там забор или нет забора, потому что о чем мы говорили, о том, чтобы быть открытыми, чтобы не закрыть наши учреждения за забором. И это мы делаем. То есть если вы хотите сейчас пойти погулять вокруг президентуры и даже зайти, иногда мы организуем там разные мероприятия, люди могут прийти посмотреть на новогоднюю елку или фотографии. Вот были разные ивенты, где люди могут прийти просто и посмотреть на наше здание. Приезжают школьники, которые опять же смотрят, потому что в том здании, в котором я и мои коллеги работаем, там голосовали за Декларацию о независимости Республики Молдова. И вот все те, которые хотят, могут прийти и посмотреть на этот зал и на... Да, в целом это, конечно, мелочь, но вам кто-то скажет, а зачем тогда давать обещания, даже небольшие и незначительные, если ты их потом не выполняешь? Ну, мы выполнили обещание, что все могут то есть все могут войти в двор президентуры. То есть открытость, она есть. То, что есть забор или нет забора, но то, что открыты ворота всегда, это самое главное. Вы по-прежнему живете в той квартире, которую... Да. В своей квартире, да. В своей которая квартире. у меня была до... И даже есть видеоинтервью из этой квартиры перед тем, как вы на выборы 2016 года Да, шли. Те, где вы второе место заняли. Да, участвовала. Это же многоквартирный дом. Да. То есть над вами и под вами есть соседи. Да. То есть теоретически есть люди, которые могут залить президента, и вы можете залить соседей. Ну, это вы залили однажды. Ну, это бывает Вас? со всякими, да, чуть-чуть. А после того, как вы стали президентом? После того, как я стала президентом. Ничего страшного. Вы сами готовите себе завтрак? Завтрак, да. Обед мама приносит в президентуру. Вы сами ходите за продуктами? Иногда, да. Иногда мама покупает. Соседям не неудобство, что живет человек, которого охраняют, который приезжает в сопровождении? Не думаю. То есть не могу сказать, что что-то поменялось. Да, там на первом этаже есть человек, который охраняет подъезд. Но мне кажется, это даже лучше для всех, потому что они тоже себя чувствуют в безопасности. И я не могу сказать за всех, но я надеюсь, что я не создаваю, то есть то, что я сейчас президент, не создает никакие проблемы для них. У меня очень хорошие соседи. У нас очень хорошие отношения со всеми. Пользуетесь ли вы мобильным телефоном? Конечно. Есть у вас аккаунт в Телеграме? Нет, в Телеграме нет, но есть другие разные аккаунты. И вы сами в своем Инстаграме, в своем... Иногда я сама, иногда мои коллеги помогают. То есть по-разному бывает. Как связь между лидерами стран сейчас осуществляется? Это всегда правительственная связь? Или иногда это может быть переписка в мессенджере? Не всегда. По разным каналам, не буду сейчас говорить, по каким каналам, но с многими у меня связь напрямую. Я могу написать, они мне пишут. Во сколько вы заканчиваете рабочий день? По-разному. Ну, допустим, день без особых бессрочных дел, без происшествий, когда вы в Кишиневе, без поездок. 8 часов. Вы приходите домой, что делаете? Читаю имейлы, которые не успеваю читать днем, потому что днем у меня другая повестка. То есть читаю корреспонденцию, электронную почту. Есть у вас время, например, застрять на каком-то видео в Ютубе? То есть вот на работе вы можете открыть какой-то ролик, скорее развлекательный? Нет. Или не развлекательный, а просто что-то важное, Нет. что-то заявление? Я, конечно, читаю все то, что я должна читать, то, что особенно мои коллеги, когда отправляют все новости, которые важны, то есть это я все читаю, но чтобы вот я могу вечером что-то посмотреть иногда, но
не очень... Вам присылают подборку, или вы сами заходите на несколько медиа и у нас смотрите? есть подборка, конечно, для всех, но кроме этого я захожу и читаю другие вещи, которые мне не присылают. Есть какая-то вещь, с которой вы боретесь со стрессом? Я могу себе представить уровень... Хайкинг — это помогает больше всего. То есть то, что мне помогает против стресса, это хайкинг. Особенно, конечно, когда в горы и когда то есть более тяжелые преодоления. Но даже здесь или в других местах по, не знаю, 15-20 километров в день это помогает. Ага. Да. Это всегда рядом с резиденцией происходит или просто куда-то за город? Нет, не всегда. Иногда здесь не так много. Здесь где-то 12 километров. Утром можно сделать быстро. А за город можно более серьезно так заниматься хайкингом. Вы идете в наушниках или без? Я пытаюсь без наушников, потому что... Давайте услышим... Саундтрек хороший, да. Какой саундтрек здесь. Да. И я пытаюсь освободиться от всего другого, то есть слушать природу и отдохнуть. У вас есть любимая музыка? Я слушаю Coldplay. Да, я бы хотела побывать на концерте. Были? Нет, я никогда не была. Они проехали всю Европу прошлым летом, да? Да, но я была занята, к сожалению. Ну, надеюсь, в будущем. Я ничего не путаю. Я первый российский журналист, с которым вы общаетесь после того, как началась полномасштабная война. Да, наверное, да. Почему? Ну, так случилось. Я думаю, многие мои коллеги в Молдове скажут, что так случилось, потому что вам хочется перед выборами, незадолго до выборов, достучаться до русскоязычной аудитории. Что вы скажете на это коллегам? У меня на прошлой неделе, наверное, было интервью на русском языке. То есть у нас здесь есть журналисты, которые делают русскоязычные программы. И когда у меня получается, я даю интервью и на русском, и на румынском, и на английском языке. Давайте поговорим про срок. Вот эти 3,5 года, которые прошли, президентские. Как я понимаю, вы приходили в президенты с 3 главными обещаниями. Это евроинтеграция, сближение с ЕС, это реформа юстиции и борьба с коррупцией. Евроинтеграция, борьба с коррупцией и реформа юстиции. Про евроинтеграцию сразу в сторону. Очевидно, что это происходит, это заметно, это видно. Как бы вы оценили успехи по 2 другим обещаниям? Ну, я бы сказала, что это одно, потому что борьба с коррупцией не может произойти, если у тебя нет эффективной юстиции. И мы работаем и над тем, чтобы у нас были сильные и неподкупные институты, которые будут бороться с коррупцией, и, с другой стороны, чтобы у нас была эффективная юстиция. Но для того, чтобы они были эффективными, сначала нужно очистить систему. Потому что когда мы пришли к власти, мы пришли после того, как Молдова прошла через захваченное государство. У нас были большие коррупционные схемы. Я вообще-то никогда не планировала стать политиком, но в один день, когда я и мои коллеги посмотрели, что почти весь политический класс, то есть во всех политических, почти во всех политических партиях были коррумпированные люди, когда мы видели, что они компрометируют демократию, потому что люди уже думали, что политика — это только грязные деньги, которые откуда-то берутся, а потом с этими деньгами, то есть коррупция из политики трансформировалась в коррупцию в государстве. Тогда мы решили, что не за кого голосовать, и нужно нам попробовать построить нормальные политические партии, нормальную политическую партию, потому что мы работали для того, чтобы построить одну партию, для того, чтобы показать, что могут быть честные политики, для того, чтобы показать, как нужно финансировать легально и транспарентно политическую партию. То есть мы начали эту борьбу еще в 2015 году. И вот
до 2020 года у нас была борьба, чтобы избавить страну от всех этих коррумпированных политиков. Когда мы пришли к власти, они уехали, то есть, как сказать, руководители этих коррумпированных структур. Ну, вы имеете в виду в первую очередь Плохотнюка и да, Шора, конечно. двух ваших оппонентов. Есть и другие, Так, они да. уехали из страны. И тогда мы начали реформу, потому что не может президент вот сказать, кто коррумпирован, кто не коррумпирован, кто должен сидеть в тюрьме, кто не должен сидеть в тюрьме. А из-за того, что было захваченное государство при Плохотнюке и Шоре, у нас была большая проблема коррупции и в юстиции, и в антикоррупционных организациях. И вот мы начали этот процесс очистки, потому что нужно сначала очистить эти организации от коррумпированных людей, а потом уже увидеть результаты. И продолжается эта очистка. У нас, с одной стороны, конечно, процесс длится больше, чем мы бы хотели и надеялись, потому что есть сопротивление, потому что там есть люди, которые хотят остаться, чтобы брать взятки, когда они принимают одно решение или другое. И сейчас у нас идет внешняя оценка по неподкупности судей и прокуроров. То есть у нас комиссии, в которые входят бывшие прокуроры, бывшие судьи из европейских стран и люди из неправительственных организаций из Молдовы. И вот эти комиссии сейчас рассматривают, то есть судей и прокуроров по критерию неподкупности. Часть уже очистили, но это еще будет длиться, наверное, где-то год, чтобы закончить этот процесс. Год. И я надеюсь, ну, смотрите, что не больше. Да, я сразу должен делать отсылки. Я не живу в Молдове, я не в контексте, поэтому я должен опираться на какие-то источники, вызывающие доверие. Например, я открываю текст Карнеги, издание, которое точно нельзя заподозрить в работе на российскую пропаганду, например, и читаю. Попытки что-то исправить в юстиции были неуклюжими и только вызывали скандалы, выставляя власть некомпетентной. Победить коррупцию тоже не удалось. Новых краж миллиарда, здесь будет титр, что это такое, как во времена, когда республику контролировали олигархи, не случилось. Но тех, кто был причастен к прошлым аферам, строил порочную систему в прокуратуре и судах, работал в ней, фабриковал дела, так и не наказали. Как вы могли бы прокомментировать такой итог? Есть одно дело, которое закончили, вот, то, что по Шору есть решение суда. Есть решение суда вернуть Кишиневский международный аэропорт государству, потому что это тоже была концессия аэропорта, это тоже была большая коррупционная схема. То есть по этим двум большим вопросам есть решение суда. По остальным еще работает прокуратура и судьи, но вы можете себе представить, вот с одной стороны мы делаем эту реформу, там есть люди, которые очень не хотят, чтобы эту реформу закончили, потому что они понимают, что они не могут привести доказательства, что у них нет проблем с неподкупностью. И вот эти люди, они вместо того, чтобы работать по этим схемам, коррупционным схемам, и прокуратура, и особенно судьи, они, наоборот, или пытаются отложить эти дела, или, наоборот, готовы брать взятки у тех, которые должны быть санкционированы, потому что они не хотят, чтобы мы закончили эту реформу. То есть есть это сопротивление снутри, потому что ты делаешь и реформу, и с другой стороны ты должен показать результаты. Но все равно, даже если это длится больше, чем мы хотели, сначала нужно закончить очистку этих правоохранительных органов и юстиции, а потом мы уже увидим эти результаты. Сложно, и я не думаю, что вы сможете найти пример, где реформу юстицию вот сделали за 3 года.
Да. Грузии при Саакашвили? Не думаю, что за 3 года. И сегодня то есть Европейский Союз и Венецианская комиссия, там очень строгие процессы, которые мы должны соблюдать, потому что незаконным путем нельзя построить, не знаю, нормальные организации. Мы будем настаивать, потому что это очень серьезная реформа. И если смотреть, конечно, мы не получили еще те результаты, которые хотим получить, но если смотреть даже на международные рейтинги, по всем рейтингам, даже по реформе юстиции, вы увидите, что Молдова поднялась. И по всем демократическим показателям Молдова поднялась во всех этих международных рейтингах. Я могу вам сказать по поводу, например, по поводу свободы СМИ. Молдова сегодня 28-я страна в списке. Молдова даже перед некоторыми европейскими странами. То есть, и все это за последние 2 года. Давайте про свободу СМИ чуть-чуть позже. По поводу прогресса и все остальное. Прошлогодний доклад Еврокомиссии про Молдову, его тоже цитирует Карнеги, и цитата из доклада Еврокомиссии. «Не было значительного прогресса в судебном преследовании крупных коррупционеров», это их итог, и затягивание судебных разбирательств, низкие показатели раскрытия дел и большое количество нерассматриваемых дел негативно влияет на эффективность судебной системы. То есть... Я согласна, поэтому мы и делаем реформу. То, что нет конкретных результатов со стороны судей и прокуроров. Но то, что есть хорошие результаты по реформе, вы можете прочитать это в отчете Европейской комиссии. Если бы не было достаточно результатов по реформе юстиции, то Молдова не получила бы, то есть не было решения, позитивного решения Европейской комиссии и European Council для того, чтобы открыть переговоры с Республикой Молдова. Но то, что вот мы еще не видим конкретных результатов со стороны юстиции, которую мы реформируем, я с вами согласна. И наши граждане тоже ждут эти результаты. Но сначала нужно очистить систему, а потом честные люди, которые останутся в этой системе, они смогут показать и результаты. А до тех пор, пока есть и люди, которые хотят помочь тем, которые должны быть санкционированы за коррупцию, которые не хотят, чтобы мы продолжали эту реформу, потому что они хотят остаться и делать деньги, как до сих пор. Это не получится. Давайте попробуем резюмировать. То есть вы не согласны, это просто очень распространенная претензия к вашей команде, вы не согласны с тем, что ваша команда провалила реформу юстиции и в борьбе с коррупцией серьезных улучшений нет? Я согласна с тем, что реформа длится больше, чем мы бы хотели, но я вам говорю, что реформа идет, и мы будем настаивать, потому что по-другому не получится строить это государство. Это очень важно. И да, нужно продолжить очистку системы, и после этого мы увидим и результаты. Я бы тоже очень хотела, чтобы было быстрее, чтобы эти результаты были быстрее. У вас есть румынский паспорт? Да. Как давно? Очень давно. Наверное, 13 или 15 лет, что-то такое. Зачем вы его делали? Миллион наших людей имеют румынский паспорт. Это означает и европейский паспорт. То есть у Европейского Союза уже в Молдове есть 1 миллион граждан. Это сделает наш путь в Европейский Союз, должен сделать его еще короче. Ну, вы его делали для того, чтобы... Тогда же не было безвиза еще, насколько... Или уже был? Не было тогда еще. Для безвиза, для на всякий случай, для... У моей бабушки, моего дедушки, да, были румынские паспорта. И как и другие люди, я... Как это сказать? То есть для меня важно было иметь румынский паспорт. В смысле самосознания? Да, самосознание. Насколько популярна сейчас в молдавском обществе идея слияния с Румынией?
того, чтобы Есть люди, которые считают, что это правильный... А что социология показывает? Правильный. Но это было, наверное, где-то 40% или... 40%? Или 36 или 40, я не могу сказать точную цифру, но опросы что-то такое показывают. Но большинство людей не считают так. Большинство людей считают, что Молдова должна стать частью Европейского Союза. И мы над этим работаем. Мы уважаем выбор людей. А те, кто за, они в чем мотив? Чтобы побыстрее исторически, въезд НАТО или потому что исторически? Некоторые исторические, некоторые потому что поскорее въезд, некоторые потому что условия жизни лучше в Румынии, чем в Республике Молдова. То есть у людей есть разные мотивы на то, чтобы поддерживать эту идею. Вы хотели бы, чтобы Молдова и Румыния объединились? Я считаю, что самое лучшее для Республики Молдова и особенно реально стать членом Европейского Союза. Тогда у нас не будет ни границы с Румынией и не будет ни границы с другими европейскими странами. Мы встретимся с Румынией в Европейском Союзе. Ну а если завтра, например, был? Пока понятно, что Молдова идет к ЕС, но вдруг что-то пойдет не так. А вот если, условно, завтра был бы референдум, вы бы проголосовали за объединение с Румынией, вы бы проголосовали «да»? У нас референдум будет за европейскую интеграцию. Я проголосую за европейскую интеграцию. Я это обещала людям, и я сделаю то, что я обещала. Президентом Нацбанка Молдовы стала гражданка Румынии, бывший министр финансов Румынии Анка Драгу, прошу прощения. Почему? Потому что нам понадобился хороший специалист в этой области. А в Молдове таких нет? Не было, есть хорошие специалисты, не было таких людей, которые хотели бы работать на этом посту. И вы знаете, и в другие государства иногда приглашают специалистов, которые из других стран. Для нас самое главное, чтобы была правильная политика Центрального банка, особенно исходя из того, что у нас были проблемы в прошлом, потому что некоторые коррумпированные схемы, которые произошли в Молдове, в этом случае Центральный банк не сделал то, что нужно было сделать, чтобы этого не произошло. То есть для нас очень важно, чтобы у нас была корректная политика Центрального банка, и чтобы там были и специалисты, и честные люди, руководили банком. Вчера... Если, может быть, кто-то из другой страны, не только из Румынии, то есть мы открыты к специалистам. Может ли человек из России получить Если должность этот человек будет, то есть сможет подойти по всем критериям, все специалисты, то есть мы открыты к хорошим специалистам и людям, которые хотят работать на эту страну. Группа Би-2 попросила паспорта Республики Молдова. Я так понимаю, они их получат? До меня не дошли еще документы. Если там все в порядке, то они получат. А что это за процедура? То есть, я так понимаю, ни у кого нет румынской крови? Нету, но закон нам позволяет вот по отдельным случаям давать гражданство без того, чтобы у них была молдавская кровь, как вы говорите. И если те, которые проверяют, говорят, что там нет никаких проблем, то... А что это за критерии? То есть это, если совсем упростить, то выдача гражданства каким-то людям может пойти на имиджевую пользу государства. Да, если это ценные, талантливые люди, которых мы уважаем, то есть вот в этом случае это, конечно, люди, которых мы все уважаем. И я надеюсь, что я смогу подписать, что все документы будут в порядке, что я смогу подписать. А что они должны будут взамен? Ничего, уважать интересы этой страны. То есть жить им не надо здесь? Нет. Налоговыми резидентами они здесь могут стать только если будут жить? Да, если они здесь будут жить, если у них будет, не знаю, то есть, да, если они здесь будут жить, если бизнес откроют и так далее. А вы понимаете, что после этого кейса многие бегущие от войны публичные люди могут задуматься об этом? Они могут. Мы рассмотрим каждый случай в отдельности.
Интересные врата открываются. Вот вы говорили про Центральный банк. Да. Вот случай из Румынии, и здесь случай Би-2. Чтобы вы не говорили, что только из Румынии. Есть ли в Молдове цензура? Я только что вам сказала, что оценка не наша, а объективная оценка. Вот в международном рейтинге Молдова по-моему, с 80 с чем-то позиции, она поднялась за последние 2 или 3 года до 28-й позиции. Но рейтинг рейтингами, но за последние 2 года в Молдове заблокированы десятки медиа и телеканалов. Причем, как я понимаю, многие или все без решения суда. Что это, если не цензура? Это не цензура, это не средство массовой информации, это средство массовой дезинформации. И то, что вы говорите, рейтинги, я считаю, что это объективная оценка, потому что те люди, которые вот смотрели на наши меры для того, чтобы создать условия для свободной прессы развиваться, они оценили правильно то, что здесь происходит. Но когда у тебя закон, эти, не знаю, как их называть, медиа, они не соблюдают закон, то, конечно, нужно принимать... Ну, смотрите, как я понимаю, главный вопрос — это медиа, которые принадлежат тому самому олигарху Илону Шору. Основные это из них. Каждый, кто хочет там составить, кто не погружен в контекст молдавской политики, может посмотреть интервью, которое Шор дал Алексею Венедиктову, и там в целом все понятно даже без погружения в контекст, оно весьма показательное. Вот. Я понимаю, что это пророссийский олигарх, который представляет интересы государства, который ведет агрессию на вашего соседа. То есть я все понимаю. И который работает для того, чтобы дестабилизировать нашу страну. Но я читаю даже экспертов местных, которые живут в Молдове и которым Шор также не нравится, как и вам. И что я пишу? Решение КЧС, это комиссия по чрезвычайной ситуации, нарушает право на свободу мнений, уверен эксперт по конституционному праву Виктор Катане. Телеканалы, о которых идет речь, критиковали правительство, и это нормальный факт в условиях демократии. В свою очередь, бывший судья от Молдовы в Европейском суде по правам человека Станислав Павловский считает, что решение чрезвычайной комиссии несовместимо с положениями Европейской конвенции о правах человека. Это говорят не только они, это говорят многие мои коллеги, которые также относятся к Шору, как и вы. И они говорят, что все эти медиа в Молдове закрыты по беспределу. Что вы можете им ответить? Вы согласны, что все должны соблюдать закон? И по финансированию медиа, чтобы было транспарентно, и по всем вопросам, которые... И закон наш был сделан, исходя из международных стандартов. Все должны соблюдать закон. Угу. Когда нелегальные деньги используются для того, чтобы финансировать эти вещи, когда... А кто доказывает, что деньги нелегальные? А у нас ведь эти каналы закрыты не по суду, я правильно понимаю? Эти каналы были закрыты, исходя из комиссии, исходя из тех анализов, которые делал, включая орган, который занимается Audiovisual Council. Телерадиовещание, да, аудиовизуальное. Ну, смотрите, просто вот я из страны, где законы принимаются и все время модернизируются для того, чтобы свободу слова нарушать. И один из примеров, условно говоря, если спросить Путина про что вы делаете с иноагентами, с какой стати в России появились люди, которые просто поражены в правах. Сначала в маленьком кусочке, а потом более-менее во всех. Он точно так же скажет, надо соблюдать закон. Вы считаете, что нелегальное финансирование — это то же самое, о чем вы говорите? Если вы думаете, что эти программы закрыли из-за того, что они критиковали правительство, я хочу вам предложить вот после этого пойти и смотреть, не знаю, все, что можно смотреть, и вы увидите, сколько критики у вас в других медиа, сколько критики ваших?
здесь вообще вопрос не в этом. И вы можете поговорить и с представителями свободной медиа, которые на региональном уровне, то есть могут доказать, что это свободная медиа. А если эти люди... И это происходит не только, то есть медиа, то, что они пытаются дезинформировать, дестабилизировать страну. Вот буквально 2 дня назад они пытались внести в нашу страну $1 миллион для того, чтобы финансировать такие вещи. Это видео из аэропорта? Это видео из аэропорта. Незаконно. И вот все эти вещи происходят для того, чтобы дестабилизировать. Это не демократия, это коррупция. И мы должны очень, очень четко разделять то, что можно делать, и то, что незаконно. Закон все должны соблюдать. Смотрите, вот хорошо, вы говорите, что много где можно критиковать. Назовите, есть ли в Молдове сейчас оппозиционные либо канал, либо большое медиа, где могут критиковать и регулярно критикуют Майю Санду? Да. Давайте назовем его. Да, все. Все, которые... то есть, да. Боюсь, мои коллеги не согласятся с этим, даже те, которые вам симпатизируют. Я могу после этого вот сесть и показать за последние 2 недели все, то есть, или почти все, где, то есть все эти, не знаю, информации, где критикуют меня или правительство. А это будет очень телеканалы, много. Не только интернет? И телеканалы, конечно. Угу. Да? Хорошо. Давайте тогда там после съемки или кто-то из ваших помощников, можем. Он просто пришлет название мне медиа, где вас могут... Конечно. И телеканалы. Каждый день, и это нормально. Хорошо. Одно из последних... Иногда по существу, иногда не по существу, но это нормально. Не в этом вопрос. Не то, что критикуют или не критикуют. Нормально, когда критикуют. Ненормально, когда незаконно, когда деньги, которые украли у этого народа, используют для того, чтобы дезинформировать этот народ. В марте этого года вы общались с журналистами, и к вам с вопросом подошла журналистка 5 канала, тоже, как я понимаю, принадлежащего или связанного с беглым олигархом Шором. Она задала вам вопрос, вы эмоционально пообщались, и через некоторое время после этого, если я ничего не путаю, канал был закрыт. Нет. Вообще ничего не имеет. Нет, я про хронологию. Подождите, я про хронологию, а не про причинно-следственную связь. Я могу вам, опять же, примеры привести очень многих людей, которые задавали такие вопросы, и ничего не происходило с теми организациями. Единственное, что я ее спросила, если она знает, как финансируется ее зарплата, из каких денег финансируется медиа, на которую она работает. И мне кажется, что нормальный журналист должен знать, откуда деньги на зарплату. Вы же знаете, откуда деньги на вашу зарплату, да? Нормально. Да. И вы должны чувствовать себя комфортно с тем, что вот получаете деньги из этого источника или из другого источника. А когда журналист не знает, откуда деньги на собственное агентство, то есть на агентство, на которое оно работает, то это уже не журналист. Пятый канал в том сюжете ответил, что все наши доходы — это доходы от рекламы. Это неправда. Они говорят неправду. Это неправда. Мои коллеги, с которыми я общался... И она сказала, что она вообще не знает. Да, я видел это. Я считаю, что... Должен сказать, что так бывает. Журналист, когда, не знаю, согласился работать на какое-то агентство, спрашивает, а кто вы? Вообще, откуда деньги? Да? Нормально. Потому что ты представляешь кого-то, и ты не хочешь узнать в один прекрасный день, что твоя зарплата — это деньги, которые воровали у твоих же родителей и у молдавского народа. Мои коллеги, которые мне говорили и говорят относительно того, что даже, еще раз, речь про коллег, которые противоположных политических взглядов с той повесткой, которую вещают каналы Шора. Вот они мне, и это не один человек, говорили, что закрытие этих каналов — это не что иное, как цензура. Мои коллеги говорят неправду. Я не согласна. Это может быть их мнение, но я не согласна. И опять же, если вы сделаете анализ, или вы их попросите сделать анализ, вот, что пишут все медиа про правительство, про президента, и если они сделают объективный анализ, они увидят, что
все могут сказать то, что они я могу думают, что пересказать их они анализ. хотят. Я задавал что этот они вопрос. хотят. То есть здесь вообще нет никаких вопросов. Вот мы сейчас можем открыть любую страницу любого агентства или медиа, и вы там увидите все. И критику в адрес одного министра, и премьер-министра, или президента, и так далее. И более, то есть, положительные вещи. И я вам говорю, что есть отчеты международные, которые более объективны. Когда мы говорим про коррупцию, и мы знаем, как они и до этого пытались монополизировать всю медиа в стране. Если вы вот поговорите с теми людьми, и они скажут, вот те, которые свободная пресса, они вам скажут, как эти олигархи, что они делали со свободой медиа. И они вам скажут, если у нас есть свобода СМИ или нет. Ну, я могу передать их ответ, потому что я ровно про это говорил. И их ответ был бы следующим. Ответ был бы такой, что, во-первых, у журналистов остаются независимые медиа в Молдове, но эти независимые медиа, они питаются, большинство из них источников, поскольку рекламный рынок в стране маленький, большинство источников — это западные гранты. И тут появляются две вещи. Во-первых, у части журналистов, когда они видят, как кошмарят медиа, даже неприятного и олигарха Шора, у них потихонечку развивается самоцензура, потому что они видят, что закрыть медиа в стране может чрезвычайная комиссия без всякого суда. А во-вторых, у них еще развивается самоцензура, потому что они понимают, что Майя Санду — это президент, который поддерживает Запад, источник нашего финансирования — это тоже западные деньги, и если мы слишком уж сильно будем ее критиковать, неизвестно, что будет с нашим финансированием, потому что Майя, то есть мы таким образом расстроим людей, которые эти гранты нам дают. Я опять вам советую открыть любую страницу сегодня и просто написать Майя Санду, и посмотрите, сколько там будет позитивно и сколько не позитивно. Потому что слишком долго об этом говорим, нужно вам прочитать и самому убедиться, как пресса может писать про руководителей страны у нас. Резюмируя, цензуры нет? Нет цензуры. Есть проблема с теми, которые не соблюдают закон, и с теми, которые хотят дестабилизировать нашу страну и создают риски для национальной безопасности. В Молдове помимо медиа Шора заблокировано еще очень много медиа российских, которые официальную точку зрения российскую транслируют. Я же ничего не путаю? Некоторые из них, но мы исходим здесь из стандартов, европейских стандартов, потому что вы знаете, что санкции были введены Европейским Союзом, и мы просто повторяем то, что Европейский Союз, то есть решение Европейского Союза по этим вещам. А как вы к этому относитесь? То есть для вас это блокировка... Дезинформация — это очень плохо. И опять же, пропаганда и дезинформация используются для того, чтобы сделать плохо нашей стране, чтобы сделать плохо нашей демократии. Конечно, здесь много можно дискутировать, разговаривать, как более эффективно бороться с пропагандой. Но я считаю, что то, что европейские страны решили, для нас это тоже правильный подход. А разве с цензурой работает не так, что она либо есть, либо ее нет? А тут уже, когда что пропаганда, а что нет? Давайте я вас спрошу, сколько денег Кремль инвестирует в пропаганду? Миллиарды. Миллиарды рублей. И как можно бороться с этим? Как можно бороться нашей маленькой стране с такой пропагандой, в которой миллиарды инвестируются? У меня нет ответа, и я понимаю, что принимать решение по такому поводу — это одна из причин, почему там, например, меня никогда не интересовала политика, потому что ты должен здесь принять какое-то решение, и оба плохие. Не делать ничего
понятно, что твоему государству будет наноситься вред из-за того, что там люди, в которых вбухивает богатое государство много денег, говорят ерунду, большая часть которой вредна и не имеет отношения к правде. Но просто взять их и отключать — это цензура, и это как раз наступание на горло тем самым демократическим ценностям, за которые вы бьетесь и которые мне очень близки. Если вы откроете телевизор сегодня вечером, вы найдете очень много телевизионных каналов на русском языке. Вы можете смотреть все эти каналы. А то, что вот самое, не знаю, то есть пропаганда, которая за войну, которая каждый день говорит, что война — это хорошо, что то, что делает Россия в Украине, это хорошо, я не считаю, что это цензура. Я считаю, что это плохо и для демократии, и вообще для нашего мирного будущего. И это не противоречит демократии, на ваш взгляд? Я согласен с каждым вашим словом, что это плохо и ужасно. Демократию нужно защищать. Я согласна с вами, что нет очень хороших решений, что мы еще ищем эти решения, но мы не можем просто закрыть глаза и говорить, что пропаганда — это свобода слова. Потому что вы сами сказали, сколько миллиардов Россия инвестирует в эту пропаганду. Как с этим бороться? Можно ли защищать демократию недемократическими методами? Мы строим здесь демократию. Если мы возвращаемся к свободе СМИ, смотрите на то, что написали Reporters Without Borders, потому что вы им поверите больше, чем мне, наверное. И я советую вам почитать, что они говорят про Молдову и про наши свободные СМИ. Мы будем бороться, чтобы была свобода медиа, чтобы была свобода слова, но нам нужно сохранить нашу демократию. И мы пытаемся учиться у стран, у которых есть больше опыт, демократический опыт. Ваша официальная зарплата, если в евро переводить, это 850 евро. Ну, где-то так. Чуть меньше 1000. Согласно декларациям, у вас сбережения совсем... Почти закончились. Да. То есть вы живете на зарплату? Конечно. И я не одна, которая живет на зарплату, которая меньше 1000 евро. Конечно, мы хотим, чтобы все зарплаты росли. Для этого мы работаем, для этого мы хотим, чтобы у нас была более сильная экономика, но еще придется поработать. Хорошо, например, если вам нужно что-нибудь, новый компьютер, Mac, который стоит там 1500-2000 евро, получается, вы копите на него? У меня есть сейчас компьютер, то есть сейчас я не коплю, мне не нужны деньги на компьютер, но я, как и другие молдаване, конечно, могу жить на эту зарплату. Хотелось бы, чтобы наши люди получили больше, но для этого нужно еще работать. Ваша зарплата в Всемирном банке была 10 тысяч Очень в месяц. большой, да. 10 тысяч в месяц. И вот то, что... Простите, до налогов или после? На руки? После. После, да. на руки. Да. То есть, и вот те деньги, которые я заработала, они мне позволили все это время, потому что сейчас у меня зарплата. Когда мы создавали партию, у меня вообще не было зарплаты. То есть вы спонсировались своих несколько лет вообще не было зарплаты, потому что у партии не было денег, чтобы платить зарплаты. Мы создавали партию, и у нас был только один человек, которому мы платили зарплату. А все остальные, они просто вот волонтерскую работу делали. И, конечно, то, что у меня были эти сбережения, это мне очень помогло. Молдова остается довольно бедной страной. Почему? Ну, есть разные объяснения. Коррупция — это одно из этих объяснений. То, что мы не смогли создать сильное государство, то, что вот у нас были коррупционеры во главе государства, потому что мы все говорили вот про эту группировку, про другую группировку и про то, что соблюдаем мы или не соблюдаем их права. Я хочу сказать, что коррупция очень большая проблема для демократии. И то, что эти коррумпированные люди хотят сделать, они хотят использовать демократию, чтобы потом прийти к власти и уничтожить эту демократию, потому что мы уже видели
Это когда у нас было захваченное государство. Поэтому нам нужно решить этот вопрос, поэтому нам нужно, конечно, показать результаты, но и сохранить то, что у нас есть, и не допустить эти коррумпированные группировки, чтобы они вернулись во власти и потом уничтожили нашу демократию. Много проблем, которые нужно решить. Очень много людей уехало из страны. Это тоже проблема, потому что уехали молодые люди, потому что уехали люди, которые бы смогли участвовать в экономике и создавать... Насколько корректна цифра, что за последние 4 года активной молодежи уехало, не молодежи, а активного населения, как я понимаю, это до 45 лет считается, уехало около 88 тысяч из Молдовы? У меня нет этой статистики, но у нас есть статистика, что за последние 20 лет уехало почти 1 миллион людей. Это очень серьезная цифра. И некоторые возвращаются, но, к сожалению, включая из-за войны, не очень много людей сейчас хотят вернуться домой, потому что они считают, что нельзя чувствовать себя еще в безопасности здесь. И для того, чтобы больше людей вернулось, и для того, чтобы молодые люди не уезжали, нам, конечно, нужно сделать больше для того, чтобы улучшить качество жизни здесь, в Молдове. Опять же, интеграция в Европейском Союзе поможет вернуть этих людей и поможет часть, конечно, не всех, и поможет сделать так, чтобы люди поверили в свое хорошее будущее в этой стране. Но, опять же, сначала нужно решить вопрос юстиции, нужно улучшить качество образования, нужно улучшить качество здравоохранения и так далее, потому что люди хотят жить в хороших условиях. Про качество жизни. Поправьте, где я ошибаюсь по цифрам. У Молдовы за 2022 год было минус 5% ВВП? Минус 6. Минус 6, да. В 2023 плюс 0,7%. Но в 2021 году было плюс 14, и наш прогноз на 2022 год был плюс 10. Но потом случилась война, и в конце оказалось минусом. К вашей команде есть довольно распространенная претензия. Молдова мы назвали, как экономика после начала войны, что с ней происходило. И часто приводят в пример 2 другие страны, куда тоже поехало большое количество людей от войны. Это Грузия, у которой 10,1 в 22-м и 6,1 в 23-м, и Армения 12,5 и 6, и 8,7 в 23-м. И почему у них такой прирост, а у Молдовы я нет? не могу сравнить, не могу сказать, что это можно сравнить, потому что другие условия. Мы здесь очень близко к Украине. У нас был большой импакт то есть того, что энергетические ресурсы подорожали, поменялись вообще. То есть у нас было очень много торговли с Украиной, и все это остановилось в один день. Нужно было найти другие рынки, нужно было найти сырье в других странах. То есть для нас война стала более серьезной преградой для экономического развития, чем для других стран. Просто я слышал претензию, что... Ну, не претензия, а рассуждение. А можно ли было привлечь людей просто откуда эти деньги в Армении и в Грузии, в том числе? Потому что люди бежали от войны и из России, и из Украины, и сотни миллионов евро везли туда. К нам приезжали украинские беженцы. Конечно, эти люди не приезжали с деньгами, наоборот, мы пытались им помочь. Но для того, чтобы у нас была сильная экономика, нам важно реформировать юстицию. Насколько я знаю, люди, которые готовы были релоцировать бизнес в Молдову из Украины, уже за Одесской области, кто-то точно, они тоже были. Насколько для них условия создавались? Ну, мы пытаемся создавать условия для всех. И все эти реформы, которые мы делаем, мы инвестируем в инфраструктуру, мы боремся с бюрократией или пытаемся дебюрократизировать. У нас больше половины государственных сервисов, или как это сказать, диджитализированы. Диджитализированы. То есть
Мы работаем над этим, но все равно то, что война здесь рядом, инвестиции мы не можем привлечь в той мере, в которой мы смогли бы привлечь, если бы у нас здесь был мир. Как бы вы оценили уровень политической конкуренции в Молдове в 2024 году? Высокая, то есть у нас очень много политических партий, у нас очень легко открыть, создавать политическую партию. Вот когда мы создавали политическую партию, было очень тяжело, потому что такие были условия, что было почти невозможно, и мы создавали партию при захваченном государстве. Было очень тяжело, когда мы пришли к власти, мы изменили все условия, и сейчас несколько человек просто, если они хотят, они создают политическую партию. То есть все те, которые хотят заниматься политикой, единственное, что они должны соблюдать законы, и особенно закон о финансировании политической партии, потому что то, что вот большая проблема коррупции, с которой сталкивалась Республика Молдова, это из-за того, что у нас не было, то есть политические партии не соблюдали закон о финансировании, что деньги были грязные деньги, которые просто инвестировали, если можно так сказать, в политику, чтобы попасть. Да, что этот закон говорит? Какие деньги невозможны при финансировании? Нет, все деньги должны быть декларированы, во-первых. У нас есть четкие, то есть сколько можно... Вообще, до того, как мы создали партию, люди не участвовали в финансировании, как в нормальных демократиях. Просто приходили такие товарищи, у которых были большие деньги. Иногда они эти деньги воровали у государства, и потом они финансировали все эти политические меры, чтобы попасть на руководительные должности и уже заниматься более большой коррупцией. Мы были первыми, вот когда мы создавали политическую партию, и когда я вышла и сказала, для того, чтобы создать партию, нужно, чтобы вы нам помогли. И сначала люди сказали, ты хочешь заняться политикой, и ты хочешь, чтобы мы делали маленькие donations. То есть люди вообще не понимали, потому что они не понимали, как должны финансироваться политические партии. И вот когда мы начинали, было очень мало людей, которые согласились нам помочь. Особенно потому, что был Плохотнюк, и тогда экономические агенты вообще боялись с нами разговаривать. Да, ситуация изменилась. И люди, которые работали в государственных организациях. И вот мы начинали, к нам приходили пенсионеры и делали например, если ты за границей живешь, вот, условно говоря, Роман Абрамович, гражданин другой страны, может есть лимит, я не помню, но там не больше 100 евро, по-моему. То есть из-за границы человек, потому что у нас большая диаспора, наша диаспора участвует в выборах, то есть она очень активная. И в законе, то есть мы сделали так, чтобы они могли участвовать, но там относительно маленькая сумма, чтобы никто не мог повлиять на все эти процессы. И вот когда мы говорим про демократию, обязательно нужно начинать с вопроса, как финансируются политические партии. Смотрите, несколько ситуаций по поводу политической конкуренции, которые меня удивили, пока я готовился. Игорь Дадон, ваш конкурент на выборах 2020 года, был задержан 24 мая 2022 года. К нему приехали рано утром с обыском, предъявили обвинения по 4 статьям. 24 мая — это ваш день рождения. Мне это очень напомнило кое-что у себя на родине. Как вы интерпретируете факт задержания и того, что это случилось в ваш день рождения? Это вопрос к прокуратуре. Я была в Гарварде в этот день, когда я прочитала это в прессе несколько часов спустя, потому что был другой временной пояс. Я тоже себя спросила, что это означает. И потом мы уже ничего не видели по этому делу. То есть это опять же прокуратура. И почему это случилось в этот день, почему до сих пор мы не видим
ни результатов. Это, опять же, вопрос, как вы думаете, что те люди, которые вот начинали это дело, что они пытались... Это совпадение? Дата — это совпадение? Или кто-то, может быть, захотел так выслужиться? Я не знаю, я не могу вам сказать, но это выглядит очень плохо, и да. это не серьезно. То есть для правоохранительных органов, для прокуратуры, которая должна работать, чтобы credibility, чтобы доверие было, это, конечно, выглядит несерьезно. Еще ситуация. Декабрь 2021 года. Бельцы, как я понимаю, второй город Молдовы по размеру, проходят выборы мэра. В первом туре с огромным отрывом побеждает Марина Таубер. Это ближайшая соратница того самого, в очередной раз вспоминаем, беглого олигарха Шора, одного из ваших оппонентов. Перед вторым туром ее снимают с выборов, потому что она не задекларировала то, как кормила активистов, которые ей помогали в предвыборной кампании. Там разные суммы, но они там, в несколько тысяч евро. Это небольшая сумма. Ее снимает все. То есть перед вторым туром человек, который, очевидно, второй тур выигрывал бы, исходя из того, что он совсем там процента или 2%, 3 не дотянул до 50, его снимают. Но если человек покупает все голоса, то это не демократия. И если вы не верите, вот они только что вернулись из Москвы, и только за день они пытались в страну ввести $1 миллион только за день. И вот то, что они тогда делали, то, что они каждый день делают. Если покупать голоса людей, это не демократия. И мы не можем позволить, чтобы вот они продолжали эту коррупцию. Потому что так они делали в прошлом, и то, что они хотят сделать, они просто хотят вернуться во власти таким путем, потому что по-другому у них не получается. Они не могут прийти и сказать, вот мы можем сделать для Молдовы это и это, мы можем сделать так, чтобы Республика Молдова стала членом Европейского Союза. Они то, что они могут делать, они дают деньги, то есть покупают голоса. Что такое покупают? Потом, они покупают голос человека или ЦИК, который считает голоса? Они покупают голос человека. То есть они платят деньги, чтобы он проголосовал за... Сколько это стоит? По-разному. Было последнее и 50 евро, и 100 евро. За 50 евро человек голосует за помощницу Шора. Они, конечно, работают с людьми, у которых маленькие доходы, и они пытаются... Кто это доказал? Все доказали, то есть были... Нет, вот именно в тот период. Я сейчас говорю про именно конкретный выбор. То, что репутация у Шора такая, я наслышал, и я в курсе. Но вот именно тогда человек набрал, наверное, и его сняли. Кто это доказал? Это суд? Это было, да, конечно. Это то есть суд успел между первым и вторым? Да, суд успел, и полиция собирала данные, и Центральная избирательная комиссия, то есть было решение Центральной избирательной комиссии, и было решение суда. Да, но решение суда, как я понимаю, ей предъявили в том, что незадекларированная просто кормежка... там разные вещи. Активистов. То есть вот сейчас есть другое дело по выборам в Гагаузии. Там опять же и незадекларированные деньги, и покупка голосов. Это выборы, где Евгения Гуцул выиграла? Да, и есть дело в прокуратуре, по-моему, сегодня или вчера было отправлено... Евгения Гуцул стала руководителем Гагаузии, девушка без биографии, которая включилась в предвыборную гонку за несколько недель до. Вся предвыборная кампания тоже проходила с лицом Шора, вашего оппонента. Она стала президентом, руководителем Гагаузии, и по закону вы должны утвердить ее членом правительства. Вы до сих пор этого не сделали. Нет, я не сделала. Я хочу вам сказать, вот потому что вы говорите про выборы, про местные выборы, вы можете посчитать, сколько политических партий, то есть представители скольких политических партий выиграли на местные выборы. То есть все те, которые соблюдали закон, все те, которые финансировали свою кампанию, исходя из законных рамок, все эти люди смогли то есть
выиграть, и можете посмотреть на эти результаты, потому что то, что вы говорите про эту политическую партию или про эту группировку, потому что это не политическая партия, это группировка, они открывают одну политическую партию, потом открывают другую и так далее. Про нашу демократию нужно судить, исходя из того, что происходит вообще, а не исходя вот из нескольких случаев, где проблема была с коррупцией и проблема была то есть покупкой голосов. Да, а почему вы не утверждаете? Потому что вы не верите в результат этих выборов? Потому что она сегодня представляет коррумпированную группировку. Она не представляет гагаузский народ, она представляет коррумпированную группировку, и я не считаю, что такие люди могут быть... это даже против интересов нашей страны, и это риск для нашей государственной безопасности, если хотите. Ну, это мнение, а есть закон, который... она честно избранная, но она математически честно избранный руководитель. Честно, я не и есть закон, что вы... Я не согласна с вами, что она честно выбрана. И есть дело в прокуратуре. То есть вы не утверждаете в правительстве, потому что ждете, чем Да, закончится? да. А это не нарушение закона с вашей стороны? Они направили заявление в Конституционный суд. Посмотрим, что Конституционный суд скажет. Другое уточнение. А то, что вы ее не утверждаете в правительстве, разве с вашей стороны это не нарушение закона? Я считаю, что нет. Ну, не кажется ли вам, что это путь, который может вывести... Вот если мы занимаемся занудничаем, то ведь, по сути, так каждый может говорить. Так и гражданин может сказать, что я закон этот не соблюдаю. Я не могу назначить человека, который представляет криминальную, коррумпированную группировку в правительстве. Ну, и вы, исходя из этого, идете поперек закона. Я не говорю, что я иду поперек закона. Тогда любой человек на улице тоже может идти поперек закона. Типа, окей. Нет. Нельзя применять насилие к людям. В законе не написано, когда она должна быть назначена. Посмотрим, что скажет суд. Я правильно понимаю, что за годы президентства у вас не было ни одной встречи с Владимиром Путиным? Правильно. А почему? Ну, потому что не было чего обсуждать. Ну, подождите, а до войны тоже? Нет. То есть мы обсуждали разные вещи по нашим вопросам, но никогда не доходили говорить о встрече. То есть не было... А вы обсуждали каким образом? Телефон, переписка? Ну, не то что, нет. Я не обсуждала с ним. Помощники? Были то есть вопросы, которые обсуждались между правительствами, на уровне правительств. То есть вы не хотели встречаться? Вы не хотели или он не хотел? Вообще не ставился так вопрос. Но тем не менее, просто Россия страна, которая так или иначе всегда связана да, я понимаю. с и Молдовой. На уровне правительств, потому что все вопросы были на уровне правительств, и мы пытались решать эти вопросы на уровне правительств. Что вы думаете о нем как о политике? Ну, мы все знаем, что он начал войну, развязал войну в Украине. И он может закончить эту войну. Но, к сожалению, он этого не хочет. Как вы думаете, почему? Я не знаю. Как вы думаете, есть ли у Путина какие-то виды на Молдову? Территориальным? Я не могу точно сказать. Из информации, которая у нас есть, то есть у нас нет такой информации, но, конечно, мы видим разных людей из кремлевских чиновников. Некоторые из них даже говорят, что Молдовы не существует. То есть мы слышим такие вещи, которые неуважительно... Там есть люди, которые неуважительно или даже пренебрежительно говорят о нашем народе, о Молдове и о молдаванах. Как вы на это реагируете? Мы здесь, чтобы отстаивать интересы наших граждан, и мы всегда исходим из интересов наших граждан. Мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения со всеми, но с теми, которые нас не уважают, с теми, которые начинают войны, которые не соблюдают, не уважают территориальную целостность других стран, конечно, с такими людьми невозможно иметь хорошие отношения. Я, конечно, многого не понимаю в политике, но, смотрите, вот вы говорите, что не было повода встречаться с Путиным, а при этом с Дмитрием Казаком вы же встречались. Он приезжал сюда, и мы встречались, да. Ага.
Так, ну а разве не там, эффективнее, лучше встретиться как лидер государства с лидером государства? Козак приехал сюда, поэтому я встретилась с ними и обговорила все проблемы, которые у нас тогда были с Российской Федерацией. А к Путину вам бы самой пришлось ехать? Не знаю, об этом мы не думали об этом. В Молдове был газовый кризис в 2022 году, когда цены на газ взлетели в 10 раз. Почти. Да. Не в 7 раз, то есть не в 10, но все равно. Почему он произошел? Ну, потому что, во-первых, цены поднялись по всей Европе, вы это хорошо помните. С другой стороны, когда закончился контракт с «Газпромом», и мы только пришли во власть, и у нас не было альтернативных источников, это, конечно, хороший вопрос, почему за 30 лет предыдущие правительства не смогли открыть или сделать так, чтобы были альтернативные источники и газа, и электроэнергии. И вот в этом моменте «Газпром» нам сказал, что они не хотят продлить контракт, потому что они хотели, чтобы правительство взяло на себя долг в $700 миллионов. Это долг, они говорили, это долг Молдовагаз. Молдовагаз — это распределительная компания в Молдове, где «Газпром» является мажоритарным акционером. И вот они нам говорят, там у вас большой долг. Хотя это долг не правительства, и это долг компании, в которой они мажоритарный акционер. Вы сказали, что нам нужно проверить, потому что мы не знаем, откуда взялись эти долги. И мы сказали, что мы хотим проверить. И из-за этого, потому что мы не соглашались подписать, то есть что мы вернем эти деньги. Мы не могли подписаться под долг, который мы не проверили, потому что это означало бы, что наши потребители будут платить не только за газ, который уже цена росла и была очень высокой, но еще вот этот долг. И мы наняли международных аудиторов, и аудиторы показали, что долг был не $700 миллионов, а $8 миллионов. И вот то, что «Газпром» нам говорил, что долг $700 миллионов, долг Молдовагаз перед «Газпромом» оказался $8 миллионов. Вот что можно подумать, исходя из этой истории. Конечно, мы сейчас сделали все для того, чтобы у нас была альтернатива, чтобы мы могли купить газ, чтобы нас больше не шантажировали, потому что одно, когда коммерческие условия, и другое, когда вот приходят и говорят, у вас такой долг, а долга вообще никогда не существовало. Так, а что это может означать? Что вас шантажировали просто? Что Можете за нелояльность? Можете назвать как хотите. Я вам говорю конкретные вещи, которые произошли. Так, где сейчас Молдова покупает газ? На рынке, на открытом рынке. Ну, то есть в Европе? Разных, да, в Европе. Ваш оппонент Игорь Додон говорит, что Молдова покупает тот же самый российский газ, просто у посредников. Мы покупаем газ на рынке, мы покупаем за лучшую цену, которую мы можем сегодня найти на рынке, и у нас есть выбор. Это самое главное. Вот то, что мы сделали, то, что не было сделано за 30 лет, у нас появился выбор. Если цена хорошая, не знаю, на одном рынке, мы там покупаем. Если цена хорошая на другом рынке, мы покупаем, исходя из условий для наших граждан. И сейчас мы строим альтернативу и для электроэнергии. Через год у нас будет связь с европейским рынком электроэнергии. У нас и сейчас есть эта связь, но она проходит через Украину. И каждый раз, когда украинские сети бомбят, то у нас проблемы. Сейчас мы строим напрямую с Румынией, чтобы у нас была альтернатива и по электроэнергии. То есть по энергетической безопасности мы сделали очень много за последние 3 года, хотя было очень тяжело, потому что цены, конечно, были очень высокими. Вы говорили, что Вагнер готовит в Молдове переворот. Ну, готовил. Это был 2023 год. Что вам известно? Каким он мог быть? Ну, то, что мне известно, я уже сказала. То есть в документах, которые попали к нам, было и это название, но это не имеет значения. То, что имеет значение, это то, что был такой план, и
и что люди пытались сделать так, чтобы в Молдове правительство, то есть был переворот. Ну, а что это за документ? Ну, то есть там просто название было? Ну, Вы просто в предыдущих интервью довольно уклончиво про это говорили. Это то, что я могу сейчас вам сказать. То есть вы документы, можете, потому которые... что не можете сказать, или потому что не знаете деталей других? Нет, я не могу сказать все детали. То, что я могла сказать открыто, я уже сказала. Я могу вам только подтвердить. Просто у многих это вызывает подозрение, то, что вы... То, что был сценарий дестабилизации Республики Молдова, то, что хотели, чтобы эти проплаченные протесты, чтобы они стали, то есть привели к тому, чтобы было кровопролитие. Вот это Нет, то, это звучит логично, но без деталей это звучит немного, как будто все-таки припугнуть Россией. Там бесконечное количество вещей, которыми можно пугать, безусловно. Вы считаете, что это кто-то другой пытался здесь... Сделать? Да, сделать. Я считаю, что есть политики, которые в своих каких-то целях могут просто сказать, что выдать факт, который невозможно проверить. Вот я это хотел сказать. Он звучит логично, но проверить нельзя. Для нас политически это не помогает. Потому что всякий раз, когда мы говорим про такие планы дестабилизации, это идет против наших экономических целей. То есть нам важно, и мы работаем для того, чтобы у нас была стабильность. Но с другой стороны, мы должны сказать нашим людям, что, то есть какие риски, чтобы они не участвовали в таких вещах, которые могут обернуться вот так. Люди могут протестовать в этой стране, все свободно критиковать и протестовать. Вот мы говорили в первой части, я советую вам вечером открыть телевизор, смотреть любой политический шоу. Вы там увидите представителей оппозиции, увидите разных экспертов, и вы услышите очень много обо мне или о правительстве. Это возвращаясь к тому, что мы обсуждали. Но это одно, когда люди протестуют мирно, это другое, когда людей используют в таких целях, и когда это уже достаточно рискованно и для них, и, конечно, для государства. Да, ну просто вы говорите, что это может мешать вашим интересам, но это может и способствовать интересам, когда такая вещь, как внешний враг... Нестабильность. Внешний враг может мобилизовать нацию, особенно... Нестабильность не может помочь. Наоборот, то, что то есть для нас главным приоритетом все это время, с тех пор, как началась война, это была стабильность в стране и сохранить мир. И это остается главной нашей задачей. И мы сделаем все для того, чтобы сохранить единство, стабильность и мир. Потому что безопасность — это самое главное для нас. Да, экономика и все остальное, и реформы — это все серьезно. Но самое серьезное — это безопасность. Накануне нашего приезда в аэропорту было шумно, потому что там как-то внимательно досматривали людей, которые прилетели с форума из Москвы. В чем к ним претензия была? Это те же самые люди, та же самая проблема, о которой мы говорили раньше. Не знаю, почему мы только так много о ней говорим, потому что Молдова больше, чем вот эти проблемы с коррупционными группировками. Они пытались, то есть привести деньги, большие деньги, там было больше $1 миллиона, и вот эти деньги они используют потом на финансирование этих политических акций, а закон не разрешает, чтобы какое-то государство профинансировало политические действия в Молдове. А технически даже Румыния? Да. Румыния не может. Румыния не финансирует политические партии здесь. Эта группировка делает это уже 2 года. А технически как это выглядит? Значит, туда полетело там сотни или несколько сотен человек. Несколько сотен человек. И каждый по правилам не задекларированно можно возить 10 000 евро. И каждую неделю они отправляют людей. И люди просто как, они трафик. Это один из методов, потому что есть и криптовалюта, которую они используют. То есть они пытаются использовать разные методы, чтобы привести сюда грязные деньги.
Или для того, чтобы профинансировать протесты, или для того, чтобы профинансировать средства массовой дезинформации, как мы уже говорили, или для того, чтобы просто вот на выборы они пытались заплатить, то есть покупать выборы, а так, конечно, нужно финансировать все тех людей, которые они используют в своих политических целях. Да, ну а де-факто, ну то есть люди везут 10 тысяч евро, по закону же они могут их возить? Да, но мы видим, что и СИБ, и антикоррупционная прокуратура, или не помню там какие прокуратуры, то есть у них есть доказательства, на что эти деньги идут и почему это незаконно. То есть, а их отобрали там в аэропорту? Я понимаю, что да. Но потом уже, конечно, будет процесс, и правоохранительные органы будут свои доказательства уже, то есть предъявить в суде, наверное. Окей, просто насколько это законно? То есть, опять-таки, почему я так часто об этом спрашиваю? Потому что ведь Евросоюз, вы часто говорите про евроинтеграцию, как про место там классных ценностей и всего остального, и это так. Но у Евросоюза есть еще вещи, которые составляют, это core, основа этого, всех этих ценностей, она еще в дикой бюрократии и в таком занудстве. И это, кстати, очень многим не нравится, в том числе людям, начавшим там жить там, до войны, после войны, в общем, уехавших из наших миров, там, несовершенных, но простых. И вот там, если фактически, как я сейчас, ну, кто-то меня, может, опровергнет, но вот если я с 10 тысячами евро пересекаю границу, но пока еще не пошел их раздавать кому-либо, я никакой закон не нарушаю. В Евросоюзе не допускают, чтобы политические партии финансировали из Кремля. Я тоже могу представить. Ну, вот об этом мы и говорим. Ну так там же, как я видел эти видео, людей задерживали в аэропорту, когда они давали деньги. Все эти доказательства, которые правоохранительные органы собрали, мы посмотрим, если это будет достаточно или недостаточно. Но вот это происходит каждый день. То есть то, что они пытаются через разные методы, источники эти деньги привести в страну, это незаконно. Да, конечно, тяжело, потому что, с одной стороны, у нас идет реформа судебной системы. Как я сказала, там большой дискомфорт, потому что там реформа, и там есть судьи, которые бы захотели бы, чтобы вот все это остановилось, чтобы реформа остановилась, и они не заинтересованы, чтобы сделать свою работу очень честно и четко. Но есть и люди, которые честно делают свою работу. Из-за этого, конечно, сложнее бороться с этими грязными деньгами и с тем, что эти группировки пытаются делать. Но, с одной стороны, конечно, мы работаем для того, чтобы реформировать наши институты власти, а с другой стороны, нам нужно сохранить нашу демократию, потому что если все эти грязные деньги допустить в страну, то понятно, что они сделают с нашей демократией. Еще по поводу выборов. Как я понимаю, выборы в октябре. Выборы в октябре, да? Президента Молдовы. Да. И референдум. Очень важно. В один день будет проходить выборы президента Молдовы и референдум за евроинтеграцию. Правильно ли я понимаю, что еще год назад поставить два таких голосования на один день было нельзя? Нет. Конституция, то есть и Конституционный суд не говорил, что невозможно это сделать. Но пришлось поменять. Закон какой-то изменился. Но в Конституции не было никаких проблем. Но изменился какой-то закон, и после того, как закон был изменен, то появилась возможность. И нет никаких проблем. Молдаване могут сделать два важных выбора в один и тот же день. И для нас очень важно, чтобы на референдум участвовали как можно больше людей, потому что решение по евроинтеграции, наверное, самое важное решение не только сегодняшнего дня, но и на следующие несколько десятилетий. И я очень хочу, чтобы побольше наших сограждан участвовали в этом референдуме. Они должны решить. Ну, смотрите, и точно людям извне, и даже, и точно людям изнутри,
и таким людям, как я, извне, которые там, не глубоко в теме, но может, собственно, как будто бы 1 + 1 сложить, все это кажется таким довольно хитрым, а может быть даже коварным политтехнологическим ходом. Потому что точно есть граждане Молдовы, которые за евроинтеграцию, но которые, например, разочарованы тем, как работала ваша команда. У нас будет много людей, которые будут участвовать в президентских выборах. Так что они могут выбрать, кого они хотят. Но вот они будут идти на эти выборы, они будут идти голосовать за евроинтеграцию, но понимать, что на кону евроинтеграция, и раз так, то им и за Майю Санду надо проголосовать. И это прямо вот действительно выглядит как политтехнологический прием для того, чтобы добавить вам голосов, поскольку вы, и именно вы ассоциируетесь с евроинтеграцией в Молдове. И раз я голосую за евроинтеграцию, то и за вас, просто потому что некуда деваться. Молдаване умные люди. Не нужно говорить так, что они не понимают. У них есть выбор евроинтеграции. Это не про отсутствие ума, это про отсутствие выбора. Из другой, как отсутствие выбора, если у них будет достаточно выбора и кандидатов, которые продвигают евроинтеграцию, и будут кандидаты, которые против евроинтеграции, люди могут выбирать, они умные. Для нас очень важно, чтобы этот референдум состоялся как можно быстрее, потому что мы начинаем переговоры. Для нас очень важно решить этот вопрос, потому что есть пророссийские политики в Молдове, которые говорят, почему вы работаете над евроинтеграцией? Это только проект нынешнего правительства. Вы не спросили народ. И вот сейчас, когда мы говорим, хорошо, давайте спросим народ, потому что мы дошли до очень серьезной точки. Мы начинаем переговоры. Нам придется сделать очень много реформ и трансформаций для того, чтобы двигаться дальше по этому пути. И нам важно, чтобы народ сказал, и чтобы не было вот этих разговоров, что вот это не выбор народа, это выбор сегодняшних политиков. То есть для нас важно, чтобы народ решил раньше, чем позже. И для нас очень важно, чтобы как можно больше людей участвовали в этом референдуме. Мы знаем, что самый высокий уровень participation, участие, это на президентские выборы. То есть, если мы хотим, чтобы все люди, конечно, не все, но чтобы побольше людей принимали участие в этом решении, то президентские выборы — это самое, не знаю, самое правильное. Насколько я понимаю, сейчас на рассмотрении, или, может быть, уже принят в парламенте законопроект о том, что в этих выборах еще можно будет по почте голосовать. Да, есть проект «Пилот». У нас большая диаспора. Очень много людей из диаспоры участвуют в эти выборы. Но, к сожалению, для тех, которые живут в странах побольше, тяжелее создавать такие условия, чтобы они, потому что им нужно несколько сотен километров ехать для того, чтобы участвовать до посольства или до... Как я понимаю, в проекте откуда можно будет голосовать? США, Канада, несколько европейских стран. Там есть конкретные, и нет России. Там есть конкретные критерии, которые парламент обсуждал. И после того, как закон будет принят, я понимаю, что парламент собирается отправить в Венецианскую комиссию. Мы посмотрим, что скажет Венецианская комиссия. Среди стран, где так можно будет голосовать, нет России. Там есть критерии. Исходя из этих критерий, там несколько стран. Там США. Там просто я в нескольких новостях прочитал. США, Канада, Исландия, какие-то еще 3 европейские. Почему там нет России? Где огромная диаспора. Потому что по критериям она не подходит. По каким? Я не могу точно сказать. То есть нужно четко посмотреть по критериям. Но я снова говорю о том, как это выглядит извне. Я, видите, просто не претендую на глубокое знание, но просто на связку логических цепочек. Я повторяю, для того, чтобы не было никаких вопросов, парламент отправит этот закон в Венецианскую комиссию, и у нас будет объективный Допустим, Венецианская комиссия говорит, окей, вот именно в таком формате, вот с этими странами можно.
Но тогда это выглядит тоже как какая-то такая, может быть, мелкая, но все равно помощь, секундочку, Майя Санди, потому что вот эти страны, которые там сейчас перечислены, это страны, где западная диаспора, которая, как я понимаю, традиционно симпатизирует вам, потому что они просто живут уже в странах, ценности которых вы представляете, европейские, либеральные, демократические. А из России, где, очевидно, люди думают... А вы считаете, что сегодня можно положиться, что вот через российскую почту можно создать условия, чтобы были честные выборы? Я считаю, что это неуважительно по отношению к молдавской диаспоре. Или вы считаете, что молдавская диаспора виновата в преступлениях Путина? Я считаю, что вся диаспора должна иметь хорошие условия для того, чтобы проголосовать. Если вы спросили мое мнение, тогда либо не те, либо никто, либо все. Это проект «Пилот». В следующем году это будет на все. Но в этом году это будет проект «Пилот». Исходя из... Вот мы с вами говорили про свободу слова, мы с вами говорили про политическую конкуренцию и надвигающиеся выборы, которые будут в Молдове. И в нашей редакторской команде, очень маленькой, возникла следующая аналогия, с которой многие, все в нашей редакторской команде согласились сразу. Не знаю, насколько вы следили за политикой в России в 90-х, наверное, вряд ли, но, тем не менее, для нас это очень важная часть нашей истории, которая, возможно, привела к тому месту, где мы находимся. Поскольку это формировалось письменно, я просто прочитаю. Это прямая цитата из нашего чата, вывод, к которому мы пришли по мотивам ресерча и подготовки к интервью. Полное ощущение, что ситуация в Молдове сейчас напоминает выборы в России 1996 года. Народный кандидат, который был демократом на фоне советских руководителей, в первый срок провалил либеральные реформы и не поднял уровень жизни людей. Не потому, что был коррупционером, а из-за неопытности своей и команды. Популярность резко снизилась, но чтобы избраться на второй срок, его окружение прибегает к не самым честным методам. Где-то поджали свободу слова, где-то запустили пропаганду, а сопернику создали образ врага из ужасного прошлого. Снова из хороших побуждений, чтобы не вернуться в Советский Союз. Кандидат выиграл и понял, что методы можно использовать и дальше. Он же по чуть-чуть, а это не страшно для демократии. Плюс не для себя, а для страны старается. К чему это привело в нашем случае, в случае России, известно. Если упростить, то ситуация, когда к власти пришла не демократия, а демократы. Насколько, на ваш взгляд, корректно или некорректно наше сравнение? Я хочу вам сказать, что было очень много проблем в Молдове за все эти 30 лет. Но мы сохранили нашу демократию. И нам нужно, и мы выходили на улицы так часто, как нужно было часто, потому что мы знали, как важно сохранить демократию, как важно для нас остаться свободной страной. Мы это смогли сделать, да, нам еще много нужно сделать для того, чтобы у нас была сильная демократия, строить институты власти или государственные институты власти. Это не делается за год или за два, но если вы посмотрите на нашу историю, то мы смогли свою демократию сохранить. И мне кажется, что некоторым странам нужно у нас учиться. И мы будем продолжать это делать. Иногда мы выходим на улицы, иногда мы показываем, как нужно создавать политические партии. Я была в очень многих селах. Я и сегодня иду и разговариваю с людьми. Люди, наоборот, говорят, что вот почему еще вы не навели порядок в юстиции, потому что вы слишком демократичны. И мы объясняем людям, что все нужно делать законным путем, потому что если вот пытаться что-то сделать по-другому, то это будет неправильно. И то, что Молдова, и то, что мы работаем так серьезно для того, чтобы стать европейской страной, для нас это, во-первых, безопасность, во-вторых, это для нас демократия. То есть то, что мы сможем продолжить работать и консолидировать нашу демократию. Мы свободолюбивые люди, и мы это показывали за все эти 30 лет. Да, иногда у нас получается лучше, иногда у нас получается не так хорошо,
но мы продолжим, потому что это наш единственный путь, и мы верим в это. И да, есть еще много проблем, которые мы должны решить. И да, из-за коррупции, которая была в прошлом, очень сложно реформировать некоторые организации. Из-за войны очень сложно построить сильную экономику, потому что у нас очень серьезные проблемы. У нас не была сильная экономика и до войны, но вот все то, что мы делаем, и мы делаем много для того, чтобы улучшить бизнесовую среду. Но когда война рядом, конечно, с инвестициями не так легко, чтобы они пришли, и чтобы мы создали больше рабочих мест. То есть у нас, я считаю, да, были разные вопросы, но молдаване — свободолюбивый народ. И мы все эти годы делали все для того, чтобы у нас не был авторитарный режим, и его не будет. Потому что мы на демократию работаем. И я, опять же, советую вам поговорить с людьми. Вот выйдите на улицу, поговорите с молдаваном, и они вам скажут, чувствуют они свободу в этой стране или вот скажут то, что вы сейчас прочитали. Европейский Союз для нас единственный путь для того, чтобы вот мы смогли консолидировать нашу демократию. Есть ли у вас мечта, не связанная с работой? Отдохнуть, выспаться, пойти в горы на 2 недели. Вы были на Мачу-Пикчу, а горы мечты какие у вас еще? Вот вы были там. Да, мне очень нравятся румынские горы. То есть, потому что ближе, потому что природа очень красивая. Да, они очень высокие, но все равно можно хорошо походить. То есть я не могу сказать, что вот я бы сейчас хотела поехать куда-то, попробовать что-то очень высокое. Я бы хотела просто вот взять отпуск на 2 недели и отдохнуть. А сколько у вас отпуск обычно? Ну, последнее, наверное, было неделю в прошлом году. Есть ли у вас мечта, связанная с работой? Конечно. Чтобы Молдова стала скорее членом Европейского Союза. Тогда я буду спать спокойно. Если в октябре люди проголосуют против вступления, я правильно понимаю, что все, Молдова тогда не вступает? Или там еще много механизмов? Если смотреть на опросы, люди должны проголосовать за европейскую интеграцию. Выбор за народа, конечно. Так, а технически, вот, допустим, будет там 58-42. И все. И вопрос откладывается Выбор на... за народа, это, конечно, будет означать, что процесс не будет двигаться так, как он может сейчас двигаться. Но быстро. не остановится. Я не считаю, что не остановится, потому что все равно люди поймут, что другого пути для нас нет, для того, чтобы мы чувствовали себя в безопасности и чтобы мы смогли сделать больше для страны, чем то, что мы сделали за последние 30 лет. Потому что мы же видим, мы работали, но у нас не все получилось. И мы видим, как развивались те страны, которые стали членами Европейского Союза в последние 20 лет. Разница там очень большая. Мы с вами общались, я много вспоминал из того, что у вас было за эти 3,5 года, и там было довольно много либо спорных моментов, либо сложных, вы сами это признавали. Но у меня впечатление по мотивам разговора, что там, мы скорее говорили про какие-то внешние обстоятельства, что что-то не получалось из-за того, что что-то происходило. Есть ли что-то, что не получалось из-за вас или вашей команды? Ну, то, что мы недооценили... Делали вы ошибки? То, что мы недооценили... Конечно, все люди делают ошибки. То, что мы недооценили сопротивление вот, по реформе юстиции, то, что мы недооценили сопротивление, с которым мы будем сталкиваться, когда мы начнем эти реформы. То есть мы надеялись, что у нас будут результаты раньше, а процесс оказался намного тяжелее, намного длиннее. Это единственная ошибка? Ну, это одна из самых больших проблем. И финальное, я тоже цитату для этого отложил. Когда я читал, смотрел, слушал и общался с людьми про последние 4 года жизни в Молдове, не только про 4, а что погружаясь в весь контекст, я от нескольких людей услышал следующую мысль, которую, в общем,
я просто записал. Это цитирование близко к тексту, который на 100% передает суть. Я голосовал за Майю на прошлых выборах. Она смогла победить олигархов, которые управляли Молдовой долгие годы. Это было очень круто, я очень на нее надеялся. Но спустя почти 4 года моя единственная эмоция — разочарование. Качество жизни не выросло, а по поводу того, живем ли мы в правовом и демократическом государстве, с каждым днем все больше вопросов. Человек и даже люди, которые высказывали эту мысль, они точно посмотрят это интервью. Что бы вы могли им сказать? Ну, во-первых, я им повторю, что мы обещали, что страной будут руководить честные люди, и мы это сделали. То, что олигархи еще не за решеткой, это правда. Но то, что они не руководят этой страной и не продолжают красть деньги, как они делали несколько лет назад, это, наверное, очень важно. То, что нам нужно еще работать, чтобы вернуть то, что они украли, это тоже серьезный вопрос. Мы работали для того, чтобы экономика стала лучше, но я хочу вам напомнить энергетический кризис, потом случилась война, кризис беженцев. То есть не то, что хочу сказать, что все эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся, только из-за того, что были эти внешние кризисы. Но все-таки это, наверное, один из самых сложных периодов, если смотреть во всей истории Республики Молдова. А с другой стороны, мы сделали серьезные шаги по пути к евроинтеграции, и это важно для всех, потому что все наши граждане, все молдаване будут жить лучше, когда Молдова будет в Европейском Союзе. И мы не просто говорим, потому что в Молдове об этом говорят еще с 2005 года. Еще Воронин был президентом, когда они проголосовали в парламенте, что Молдова берет курс на Евросоюз. А вот впервые мы сделали конкретные шаги, потому что сейчас открываются переговоры. И по всем остальным вещам, конечно, еще нужно работать. Спасибо вам большое за это общение. Спасибо. Спасибо.